Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. В этом выпуске «Львы ТМС». Еще до поединка Влад Ярощук грозится отправить домой Сергея Москаленко. Серега, поезжай домой, пока еще можешь. Хотя последний не особо переживает, перепутав даже имя своего соперника. Ярослава я уже побеждал, как я уже сказал ранее. В другой схватке Андрей Щук и Сергей Коркач оставили на потом громкие заявления, решив выяснить сильнейшего на ковре. «Львы ТМС. Украинский прайд». Старайся ножки ровные выбрасывать вверх, ты его так не собьешь. Давай, Серега, не гори, работай сам. Ноги, смотри, не ставь, не давай ему ноги вести. Во, забирай ноги. Хорошо. Мне 26 лет, занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Начал заниматься бразильским джиу-джитсу в студенческие времена. То есть мне предложил мой одногруппник, мы вместе учились, предложил пойти на тренировку. Я подумал, почему бы и нет, решил попробовать. И так уже 8-й год. Выступал по чемпионатам Украины, по чемпионатам областей в Украине. Занимал и призовые, и первые места. Перед поединками я себя настраиваю. Наверное, уединяюсь в себе, то есть я стараюсь ни с кем не разговаривать, как-то думать о своем, не думать больше о соревнованиях, так как я сильно переживаю за каждую схватку. Коркач Сергей, представитель города Крапивницкий, спортивного клуба «Борец». Сергей занимается уже джиу-джитсу около 7 лет, является пурпурным поясом, выступал на соревнованиях, был чемпионом Украины как в ГИ, так и в разделе ноу-ГИ. Достаточно неплохой у него уровень. При этом у него есть определенные психологические трудности, то есть он всегда, и когда выступал раньше, и сейчас-то видно, что он тяжело настраивается на встречи и не может показать себя на 100%, потому что не может справиться с этим своим мандражом, но для него это хороший опыт, главное это желание и сила воли. Всім привіт, мене звати Андрій Щук, я з міста Житомир, мені 23 роки. І я працюю тренером з ММА і греплінгу в спортивному клубі Underground. У мене величезна команда в своєму місті. У мене є 3 чемпіони світу. А також я займаюся та виступаю по бразильському джиу-джитсу та греплінгу. Приймав багато участь вже в турнірах високого рівня. Таких чемпіонат України з греплінгу, займав там призові місця, ставав третім. І також приймав участь у відборі на чемпіонат світу, на чемпіонаті Європи з греплінгу ADCC. Перед поєдинком всі, хто каже, що вони не хвилюються, це все брехня. Всі хвилюються, є якісь сумніви щодо себе десь на підсумнівному рівні. Але я стараюсь просто відгородитися від цього всього і проводити свій звичайний день,
гарно розігрітися, щоб бути в плані це витривалим в поєдинку. І, можливо, я завжди слухаю якусь просто свою улюблену музику, трошки розминаюся. Ищук Андрей, представитель города Житомир. Это как раз специализация Андрея, вот правило submission only, он выступает в версиях ADCC, в грэпплинге, где более расширенные правила по работе на ноги, по болевым приемам на ноги, то есть здесь как бы для Андрея это его тема, можно сказать. Насправді, хотілося б сказати щось погане, щоб якийсь такий трешток наговорити, але Сергій він настільки доброчелий, що мені аж трошки аж не те, що бридко, мені так аж ніяково, я ж не можу нічого сказати про нього погано, тому що він завжди був позитивно до мене відносився і протягом всього цього збору, що ми тут, в мене взагалі не було ніяких конфліктів. І я б хотів би нагнати на нього, сказати, що він якийсь відстойний, він просто хороший парень. Я знаю, що він пурпурний пояс, доволі досвідчений. Я думаю, що це не буде непростий поєдинок для мене. І тому я готуюсь до важкого поєдинку і явно не розслабляюсь і оцінюю його тверезо. Вот так. Хорошо. Ищи. Да. Сам, пошел сам. Вот так. Я Ярощук Владислав, мне 23 года, приехал с Харькова, занимаюсь джиу-джитсу полноценно 24/7. Я и до этого занимался другими единоборствами, но это все как-то было не то. Мне всегда как-то тянуло в борьбу, всегда тянуло в партер, чтобы там контролировать соперника, делать ему болевые, удушающие. Мне всегда это было интересно. И с первой тренировки я просто влюбился в этот спорт, и потом не спал, не ел, и именно хотел только тренироваться и тренироваться. За границей езжу регулярно, стараюсь выступать раз в 3-4 месяца на каких-то европейских соревнованиях. Влад физически развит, технически подкован. Это дает ему сейчас очень хорошее преимущество в борьбе за главный приз. Есть определенные моменты, скорее всего, в подготовке, в общей подготовке не к этому проекту, а в целом у него есть травма уха, она визуально видна в схватках, он старается его постоянно забинтовать. Может быть, такие вот моменты отвлекают его. Но, в принципе, есть такое выражение «борцам не больно, борцам приятно». Скорее всего, ухо – это такой визуальный, можно сказать, аспект, который его может отвлекать. Или дает, мне кажется, некоторое преимущество в борьбе. Ему в некотором плане воспользоваться своей травмой. Сергей Москаленко, пурпурный пояс, Кривого Рога. Хороший соперник, довольно техничный, неплохой гард, хорошо работает сверху и снизу. Тоже у него достаточно много соревнований за плечами. Да, было такое, мы встречались с ним осенью на одних из региональных соревнований в Украине. Я вел поединок, выигрывал его, но на последней минуте расслабился, и это стоило мне победы. Но сегодня так не будет, сегодня я до конца сделаю то, что не смог сделать осенью. Серега, поезжай домой, пока еще можешь. Меня зовут Сергей Москаленко, я из города Кривой Рог. Я занимаюсь спортом, именно бразильским джиу-джитсу уже около 7 лет. Я неоднократно принимал участие именно во всеукраинских и в чемпионатах Украины по бразильскому джиу-джитсу и другим дисциплинам. Там где есть раздел грэпплинг. Самая яркая схватка мне запомнилась из UNC Challenge Одесса. Там как раз я и сразился в финале со своим оппонентом. Тогда мне посчастливилось его победить. Это была достаточно яркая схватка, хоть я и отставал по баллам. Сергей Москаленко является учеником криворожской команды. Было дело даже, я встречался с ним в схватках. У него очень крепкий закрытый гард, та базовая позиция, которая иногда ограничивает, была у него очень сильно наработана. Это дало возможность на этих сборах, на нашем проекте показать очень красочную, очень хорошую борьбу. Я был приятно удивлен, когда увидел его в участниках на этом проекте. Он очень талантливый спортсмен. Его физические и технические навыки дадут ему хорошую возможность
пройти дальше по сетке. Ярослава я уже побеждал, как я уже сказал ранее. Я в скором времени снова выйду с ним на ковер. Я не знаю, вот какую роль это сыграет именно в его моральном плане, то есть как он меня оценит в этот раз. Тогда он меня, возможно, недооценил. Сейчас я не знаю, как это повлияет на меня, та мысль о том, что я его уже побеждал. Но я вам скажу, когда я встречаюсь с противником второй раз, третий раз, я борюсь с ним лучше. Всем привет! С вами уже привычная комментаторская борода. 4-я серия Львы ТМС, и сегодня последние схватки 1/8 финала, которые начинаются прямо сейчас. Поехали! Хорошей борьбы, ребята. Начинаем. Итак, друзья, в первой встрече сойдутся Сергей Коркач из города Крапивницкий. Андрей Ищук из города Житомир. Первая схватка на УГИ. Чемпион Украины Сергей Коркач против обладателя самых красивых лосин Андрея Ищука. Время. Начали. Схватка начинается. Сразу начинает с гардпула Андрей Ищук. Что будет делать? Атаковать ноги? Ну, конечно же, да. Выходит на рычаг колена. Нога почти прямая. Неплохо, кстати. Нет, ну на опыте защищается Сергей Коркач. И сейчас будет обоюдное скручивание стопы. Кто же победит в этой борьбе? Возможно, никто. Неплохо, кстати, тянет стопу Андрей. Достаточно нефизиологичное уже положение стопы. Наверняка больно сейчас Сергею. Но он выходит достаточно уверенно из этой позиции. Переворачивается. И вот сейчас у нас такой 50-50 гард. Сергей Коркач будет пытаться, наверное, выйти наверх, как-то снять с себя этот захват. Ну а Андрей Ищук, вероятно, продолжит атаковать ноги. Ну, что он, собственно говоря, и делает. Вцепился сейчас в левую ногу оппонента и будет ее тянуть, либо ломать, либо душить эту ногу в конце концов. Выходит таки Сергей Коркач наверх. Сейчас, наверное, будет проходить гард. Но, конечно, делать это очень неудобно, когда на тебе повис соперник, буквально на твоей ноге. Продолжается у нас игра в болевые на ноги. В принципе, никто сейчас как-то особо остро не атакует, но Андрей Ищук явно-таки дает понять, что он не собирается делать что-то другое в этом поединке. Пытался сейчас выйти на рычаг колена, кстати, Сергей Коркач. У него это не получилось. Выходит наверх Коркач. Я так понимаю, он не собирается сводить весь этот поединок к дуэли по болевым на ноги. И таки будет проходить гард. Но продолжает атаковать ноги Андрей Ищук. Никак не хочет расцеплять свой захват, хотя захват уже где-то ниже колена. Мне кажется, надо как-то менять уже позицию нашему борцу с покемонами на его рашгарде. Да, позиция, собственно говоря, сменилась. Снизу работает Андрей Ищук. У него сейчас нет никаких захватов на ногах, и ноги атаковать он не может. Будет проходить гард Сергей Коркач. И, кстати, неплохо это делает. Уже в халф-гарде он находится. Может быть, сейчас будет атаковать руку Кимурой, как Хабиб. Но за пределами ковра сейчас борцы, я думаю, что и, конечно же, да, перенесут в центр. Ну, либо они сами откатятся. В общем, ситуация примерно такая. Для Андрея Ищука позиция не очень выгодная, для Сергея Коркача выгодная, потому что такие ноги он свои отбил. И сейчас будет выходить на рычаг локтя. Смотрите, какой быстрый выход на рычаг. Отлично, есть позиция Spider-Web. Не вижу, насколько там плотный захват, но сам выход был просто прекрасен. Правильно защищается Андрей Ищук. Возможно, болевого здесь, конечно, не будет, но сама попытка была прямо-таки прекрасная. Сейчас будет вытаскивать локоть Ищук. Получится ли у него это? Да, получается вытаскивать локоть, конечно. Не будет армбара, но таки опасно. Сверху находится сейчас Андрей Ищук. Будет, видимо, проходить гард. Нет, уже снизу находится Ищук. Будет закручиваться на ногу, разумеется. Не будет он проходить гард. Сразу понятно, что этот парень не из тех, кто любит проходить гард. Этот парень из тех, кто любит тянуть колено и рвать голень. Но снова прижимает его к полу Сергей Коркач. Вообще выглядит он на самом деле как-то физически помощнее. Подкручивается Андрей Ищук на ногу, хочет выйти на рычаг колена, но, конечно же, сделать ему это опытный Сергей Коркач не дает. Коркач, если что, чемпион Украины по джиу-джитсу. Сейчас есть неплохая позиция для Ищука, по крайней мере, это его игра, это то, во что он любит играть. Но в плотном замке там держит свои ноги Сергей Коркач, не дает оторвать их и разъединить. Хотя сейчас вот как-то на скручивание стопы вроде бы выходит Андрей, но Коркач не дает ему это сделать. Смотрите, как грамотно своей правой ногой отдавливает руку оппонента, чтобы у того не было амплитуды для приема, да. И захват разрывается. Сейчас сам уже Коркач выходит на скручивание стопы, но легко от этого защищается Андрей Ищук. Снова спортсмены выкатываются куда-то к краю. Я думаю, надо их подтянуть. Подтянуть в центр ковра, где посветлее. Сверху снова оказывается Сергей Коркач. Снизу
С захватом на ноге остается Андрей, но что-то мне подсказывает, что вот эта вот игра Андрея снизу его очень сильно выматывает. Не дает Коркач ничего сделать со своими ногами. Опытный спортсмен, да, защищаться от болевых на ноги явно-таки умеет, любит и практикует. Снова крутит стопу Андрей Щук. Что, будет ли в этот раз сдача? Нет, сдачи не будет. Хорошо, защищается Сергей Коркач. Пытается выйти на рычаг колена Андрей. Нет, не получается. Выход на ахилл. Хорошо комбинирует, кстати, болевые на ноги, но Сергей Коркач сегодня просто идеален в защите от болевых на ноги. Ну пора уже двигать борцов к центру ковра. И, кстати, Коркач сейчас, кажется, практически прошел уже гард Андрея. Да, мне кажется, просто физически тяжело Андрею сейчас снизу. Коркач навалился сверху, проходит гард. Боже, какой плотный этот Сергей Коркач. Есть у него захват сейчас на американу. Будет тянуть, но не сказать, чтобы там есть какая-то очень хорошая позиция для американо. Мне кажется, защищается от этого Андрей. Но у Сергея Коркача уже есть маунт. Очень плотная борьба. Сейчас будет выход на рычаг локтя. Давайте посмотрим за этим. Выход на рычаг. Нет, Андрей прокручивается и попадает в закрытый гард. Гард позиция. Спортсменов переносят на середину ковра. Сейчас начнется борьба с позиции закрытого гарда. И что нам предложит отсюда Сергей Коркач? Давайте будем наблюдать. Возможно, будет атаковать руки. Также возможен какой-то свип. Возможно, попытка сделать треугольник. Я думаю, арсенал у Коркача большой. Судя по тому, как он защищался от ног, парень явно-таки опытный. И вот сейчас пытается накинуть треугольник. У него-то получается, да. Ломает осанку Андрея. И там уже есть ромбик. Предварительная стадия треугольника. Защищается Андрей Щук. Да, и он может скинуть, безусловно, этот захват. Но не так-то просто. Уже практически закрыт треугольник. Закрыт треугольник у Сергея Коркача. Очень плохая позиция. Сейчас будет душить отсюда. Правда, из позиции сверху с треугольником задушить достаточно сложно. Но, в общем, что будет делать сейчас Ищук? Ситуация практически проигрышная. А сам Сергей будет развивать ситуацию для себя в сторону болевого на руку. Явно-таки, да, переносит ногу, отжимает голову, делает рычаг локтя. Великолепный, прекрасный, техничный рычаг локтя. И побеждает Сергей Коркач. Давайте поздравим его. И что ж, мы ждем реванш в ГИ. А в этой схватке победу одержал Сергей Коркач. Цілком задоволений цим поєдинком, просто в кінці втратив атакуючу позицію і застряв в нього в гарді. І коли розкривав, зробив просто грубу ошибку і попав в трикутник до нього. А з трикутника дуже тяжко виходити. На поєдинок ГІ буду притримуватися той же саме з тактики, тому що він бореться краще в ГІ, я це знаю. І думаю, що мої боліві на ноги це раз спрацюють. Вдалося мені йому забрати позицію, так називаємо закритий гард. Це і стало вирішальним моментом нашого поєдинку. Андрій добрий як спортсмен, так і конкурент. Дякую йому за боротьбу. В ГІ, мабуть, наоборот, більше мене мотивує зараз, більше себе викласти. Тим паче я вже бачив, як він бореться. Буду старатися. Что, друзья, во второй схватке нашего вечера Влад Ярощук, город Харьков. Сергей Москаленко, город Кривой Рог. Владислав Ярощук, атлант, выступающий, представьте себе, со сломанным ухом, против Сергея Москаленко. Слушаем мы команды, не нарушаем правила. Желаю удачи. Время. Начали. Начинается поединок, и сразу хочу напомнить о том, что это своего рода реванш. Москаленко и Ярощук уже встречались в рамках других соревнований, и в тот раз победил Сергей Москаленко. Посмотрим, что будет сейчас. Сразу с пула гарда начинает Ярощук, подползает классическая атакующая, джитерская техника, нами с вами любимая техника, разумеется. Что будет делать Ярощук? Может быть, атаковать ноги? Нет, ну пока что у нас атакует Сергей Москаленко и практически прыгает в маунт. Не получается у него это сделать, и вот он уже на крюках. Ярощук лезет вниз, то ли за глубоким халфгардом, то ли за болевым на ногу. Давайте посмотрим, что же будет. Кажется, выдергивает ногу, да, это атака рычагом локтя, которая была молниеносна настолько, что среагировать не успел даже я. Не то, что Сергей Москаленко, который проигрывает эту схватку, притом достаточно быстро. Ну что ж, ждем реванш в ГИ. Кстати, Сергей Москаленко специализируется на ГИ, поэтому я думаю, что в той схватке исход весьма вероятно может быть другим. Моя ошибка была в том, что я отдал свое колено, то есть я не подготовлен к таким ситуациям. У противника оказалось арсенал больше, а у меня, можно сказать, слабое мое место — это болевые на ноги. Вот, как бы я знал, что он будет делать болевые на ноги, но все равно
попался. Тактики особо не было и на ноги, и ноги. То есть я всегда действую по ситуации. Но я просто попытаюсь выступить лучше в ГИ. Я просто почувствовал, что настало время перейти на болевой на ногу, и просто сделал это. Вот и все, это получилось довольно быстро. Я не скажу, что я на это прям готовился, что это была прям моя заготовка на бой. Наоборот, я думал, что соперник загардпулит, и я буду работать сверху. Но в какой-то момент я просто понял, что он не будет гардпулить, и сам решил это сделать. И просто в один момент я почувствовал, что вот именно это тот самый момент, когда нужно перейти на рычаг колена, и сделал это. У меня на голове эластичный бинт. Для того, чтобы фиксировать ухо, я его сломал 2 недели назад. И теперь любое движение, любое там трение об ухо приносит мне кучу дискомфорта. И так оно хоть немного мне попроще бороться с этим бинтом. На поединок в ГИ я хорошо заряжен, сфокусирован, поэтому думаю, что в ГИ тоже пройдет все как нужно для меня. Очередная встреча нашего вечера. Сейчас уже в формате ГИ. Вновь встретятся Сергей Коркач из города Крапивницкий, а также Андрей Щук из города Житомир. Итак, первая схватка Сергея и Андрея в ноу-ги закончилась победой первого. Как изменится рисунок в ги? Погнали! Первое, что бросается в глаза, конечно, это разность в цвете поясов наших борцов. Второе, что бросается в глаза, то, что Андрей Щук, походу, выстроил такую же совершенно тактику, как и на первый поединок в ноу-ги, здесь, сейчас в ги. Он атакует рычагом колена, сразу закручивается, но мне кажется, что Сергей Коркач достаточно опытен, чтобы все такие штуки отконтрить. Да, в принципе, достаточно уверенно Коркач защищается. Неплотные такие захваты у Андрея Щука. Вообще, в первой еще схватке показалось, что Коркач как-то плотнее, опытнее, что ли. И сейчас, когда мы видим цвета поясов наших борцов, собственно, да, становится ясно, что, оказывается, Андрей всего белый пояс. Кстати, интересно, а не единственный ли это белый пояс на проекте? Я, кажется, еще белых поясов здесь не видел. Но вот сейчас в атаке уже Сергей Коркач. Давайте посмотрим, что он может насчет болевых на ноги. Вообще, болевые на ноги в ГИ это отдельная тема, потому что очень плотные захваты. Вот сейчас Ищук идет на скручивание стопы. Но, кажется, там нет никаких болевых ощущений совершенно сейчас у Коркача. Коркач идет на скручивание стопы. Опять у нас будет игра в скручивание и отламывание ног. Нет, Коркач ее прерывает, проходит гард, притом достаточно успешно. И будет, видимо, работать в каком-то другом стиле. Не хочет он рубиться на ногах с Андреем Ищуком. И, собственно, правильно делает, потому что Ищук явно-таки, уж что он умеет, так это рубиться на ногах. Это явно-таки его тактика. Достаточно легко сейчас залезет в маунт Сергей Коркач или нет? Или будет атаковать отсюда? Есть захват руки, мы уже видели, как он может быстро выходить на рычаг локтя из этой позиции. Да, просто великолепный выход. Настолько идеально техничный и клевый, что ну мне просто нечего добавить. Красота. Давайте будем надеяться, что у нас будет повтор. Больше я ничего от этого поединка уже не хочу. Дайте повтор. Сергей Коркач. Перше за все, гі це не моя гра, я більше працюю без гі. І немає ніяких оправдань, ніяких виправдань для себе. Я зробив трохи такі дуже наглі помилки. І треба взяти должен мій противник Сергій був дуже гарно захищався, контратакував і ловив мене на цих помилках. Бажаю тільки далі перемагати, щоб я міг сказати в кінці турніру. Та я прилетів побіддю турніру, так що. Так швидко мені вдалося перейти на больовий на руку. Тим, що я попередню схватку вже з ним боровся. Я побачив, як він бореться, і так настроїв себе. Итак, друзья, заключительный матч нашего вечера. Реванш в формате уже ГИ. Влад Ярощук, город Харьков. Сергей Москаленко, город Кривой Рог. Последняя схватка на сегодня. Сергей Москаленко идет брать реванш за очень быстрый рычаг колена от Владислава в ноу-ги. Смотрим. Ярощук против Москаленко. Реванш в ГИ. Москаленко специализируется на ГИ. Москаленко проиграл предыдущую схватку. И тут мы должны ожидать от него, что он будет активнее, и он попрет вперед, и он будет здесь сейчас реабилитироваться. Пока что пулит гард. Видимо, любит работать в ГИ из закрытого гарда Сергей Москаленко. И висит на оппоненте. Ну а оппонент
Владислав Ярощук хочет его с себя счистить, снять. Очень активно отдавливает, просовывает колено вовнутрь. Да, сейчас, конечно же, гард раскроется. Но, в принципе, есть захваты еще у Сергея Москаленко. И, наверное, он будет таки работать из гарда. Пытается заправлять Делахилу, да, она неплохо заправляется, делает берембола, переворачивает своего оппонента Москаленко. Очень классная техника, но кажется, что дальше техника не пойдет. Да, спину забрать не получится, но в принципе, конечно же, весьма и весьма была клевая попытка. Встает Ярощук, будет сейчас, видимо, проходить. Да, нет, пытается выйти на колено. Посмотрите, у нас сабмишн онли же. Пытается выйти на болевой на ногу сейчас Владислав Ярощук. Нет, вроде бы забил уже на эту идею и продолжает проходить гард. В центр ковра сейчас перенесут борцов. Что ж, интересно, в принципе, даже если этот поединок свалится в дуэль по болевым на ноги, я совсем не против. Успокоилась немного схватка. Сейчас вроде бы резких действий никаких никто не предпринимает, но они могут показаться в любой практически момент. Не совсем понятно, какие там есть захваты. Самое важное сейчас, да, что у нас там с ногами. Ни у кого захватов особо нету. Хотя, кажется, на правую ногу пытается сейчас прихватить ахилл Владислав Ярощук. Но не дает это сделать Москаленко. И опять же у нас такая обоюдно пассивная позиция. Что и кто первым отсюда предпримет? Кажется, что именно за ногой охотится Владислав Ярощук. Что ж, ну, посмотрим. Мы как бы болевых на ноги сегодня уже насмотрелись. Почему бы не увидеть еще один? Мы совсем не против. Да, пытается оторвать левую ногу. Аккуратненько так пытается оторвать. Не то чтобы наглухо. Владислав Ярощук прощупывает. И вот Москаленко пытался выбраться из этой неудобной ситуации. Пройти, может быть, в сайт. Но, опять же таки, оказался на крюках у Владислава Ярощука. Смотрите, прыгает сразу в треугольник. Флайн треугольник такой делает у нас Москаленко. Но, к сожалению, не получилось. Попытка была, опять же, шикарная. Очень быстро отреагировал Владислав Ярощук. Вообще, что-то мне подсказывает, что ожидал он таких финтов от Сергея Москаленко. Ну, потому что сделано было все круто, но не получилось от слова совсем. Либо же это говорит о крутости Ярощука. Ну, просто таки... Повязку крепит сейчас у Ярощука на голове. Все дело в том, что сломано ухо. Ну, как вы знаете, травма не самая редкая для джиу-джитсу. Ну и, конечно, бороться с такой штукой крайне неудобно. Но я имею в виду с травмой. Да и с повязкой, наверное, тоже. Ну что ж, продолжается у нас обоюдная работа. Встает Владислав Ярощук. И что будет делать? Будет атаковать ногу. Да, неплохо атакует, но, кажется, колено там свободно. Да, никакого захвата хорошего нету. И атака, собственно говоря, проваливается. Москаленко вставать совершенно не спешит. Ему комфортно работать из гарда. Видно, что это его позиция. И пока что у нас в атаке Ярощук. Он встает, он пытается проходить, он пытается сверху работать на ноги. Вот очередная попытка прохода от Владислава Ярощука. Что, будет удачная попытка? Баллов у нас здесь не дают, напомню, это submission only, и побеждает только тот, кто смог заставить сдаться своего соперника. Сбоку находится Владислав Ярощук, пока что это half-guard, но сейчас будет пытаться счистить колено, конечно же, будет пытаться проходить в сайд-контроль, уже там буквально пятка в захвате осталась, которую Ярощук достал, и теперь у него есть сайд-контроль. Москаленко не хочет, конечно же, находиться в сайд-контроле, пытается отсюда свалить, но Ярощук особо не дает. Окей, сайд-контроль есть. Что будет делать Владислав Ярощук из сайд-контроля? Ну, в первую очередь, нужно его зафиксировать хорошенько, да. Та позиция, которая есть у него сейчас, не очень стабильная, потому что Москаленко держит его за пояс, он может его приподнять, и Ярощук выходит в маунт. Прекрасно. А вот это уже хорошее закрепление своей позиции. Высокий такой маунт выходит Ярощук. Сейчас очень жестко контролирует он Москаленко. Не дает ему смастить, поджимая его шею рукой снизу. Плохая ситуация для Москаленко. Действительно плохая. Отсюда надо сваливать. Ярощук сверху и пытается прихватить руки. Я думаю, что хочет здесь найти какую-то атаку рычагом локтя. Владислав Ярощук, безусловно, контрит мост оппонента. Да, выбраться для Москаленко сейчас будет крайне сложно. Видно, что в маунте сидеть и контролировать Ярощук умеет. Но ему нужно атаковать. Ему нужно не контролировать, ему нужно искать сабмишн. У нас тут сабмишн only как бы. Прижимает свои руки Москаленко плотно к груди. Не дает, конечно же, их атаковать. Пытался очень красиво выйти Ярощук на рычаг колена из такой позиции. Но это было бы слишком круто, конечно, если получилось. Это как гол с середины поля в футболе, господи. Москаленко встает. Теперь Москаленко будет работать сверху. Опять пытался запрыгнуть на летящий треугольник. Круто, очень красиво.
но, к сожалению, пока малоэффективно. Кстати, по эффектности эта схватка пока что топовая, потому что парни пытаются сделать какие-то очень сложно координационные вещи. Ярощук продолжает проходить гард. Ну что ж, интересно, будет искать прием или будет действительно проходить, занимать позиции, как у него это уже получалось, и искать болевые там, посмотрим. Но смотрите, деликатно, так аккуратно к ноге подбирается Владислав. Да, будет атаковать сейчас левую ногу. Что именно это будет? Кажется, пытается скрутить стопу, но угол там неудобный. Скручивание стопы, скорее всего, не пойдет. Да, не идет скручивание стопы, нет скрутки, но есть контроль ноги. Посмотрите, нога-то осталась в захвате, и сейчас наверняка будет делать прием, пытаться Владислав. Сдача. Да, что это было, кстати, незаметно, не видно с этого ракурса. Мне показалось, что рычаг колена, но пишите в комменты, каким приемом победил Ярощук. Надеюсь, нам еще покажут повтор, но я, честно говоря, не успел заметить, что же там на самом деле было. Я изначально был настроен взять реванш. Я больше... В основном я борюсь только в кимоно. То есть у меня ставка была именно на эту дисциплину, именно в ги. Но игра Влада в болевых на ноги оказалась сильно выше уровнем, чем моя защита от болевых на ноги. Поэтому такая вот ситуация. Проиграл ему. Желаю своему сопернику удачи. Он очень классный человек, как спортсмен. В общем, я за него буду болеть. Я думаю, то, что вы говорили о том, что первый поединок может повлиять на меня во второй раз, так оно, в принципе, и получилось. Я как-то был слишком уверенный в том, что нужно атаковать ногу, и как дурак вперся в это и атаковал, хотя реально было там куча возможностей пройти гард, и с маунта, когда я сидел, сделать армбар, либо еще какой-то болевой, но я что-то уперся в одно и шел за одним. Ну, получилось в этот раз, но я считаю, что это было, как тактически, это была ошибка моя, что я вот так вот уперся именно на один сабмишн. Ну что, закончился 4-й этап отбора. Сегодня была классная зрелищная борьба. Спасибо вам, парни. Было очень интересно, захватывающе. Была интрига. Ну, как обычно, у нас в турнире есть победители, есть проигравшие. К сожалению, мы с двумя ребятами сегодня прощаемся. Спасибо вам за борьбу. Сегодня мы проводим жеребьевку 1/4 нашего проекта, и 8 ребят, которые прошли в него, между ними будет проведена жеребьевка. Ребята, которые прекратили борьбу за главный приз нашего турнира, ну, я надеюсь, поддержат и будут болеть за победителя, за участников, которые дальше продолжают участие. Начнем жеребьевку. Ну что, вскрываемся. Итак, первая пара у нас определена. Это Константин Шутко, город Крапивницкий. Виктор Черненко, город Днепр. Первые четвертьфиналисты определены. Продолжим дальше жеребьевку. Итак, следующая пара. Сергей Красовский, город Крапивницкий. Роман Непота, город Крапивницкий. Определилась первая четверка. Поздравляю вас. Готовьтесь, удачи, настраивайтесь, не переживайте. Ну а тех, кто сегодня не определился, нервничайте. Хорошего дня и продолжения проекта.
что, отборолись пацаны сегодня. Начнем с тебя, Серега. Как вообще твои ощущения? Ну, в принципе, ощущения классные. У меня первый раз такое было, что вот я знаю, что это мой соперник, вот наперед. У меня не было какого-то страха или переживаний. Вот, я бы сказал, я был настроен. Я был настроен просто, вот уровень его сегодня был выше, он был намного лучше. То есть игра с болевыми на ноги, вот, я не был готов к его сабмишинам на ноги. Не знаю, если взять ноги, просто, наверное, сложилось так, потому что я тренируюсь только в кимоно, поэтому я как-то неуверенно, наверное, себя чувствовал. Ну, рекомендую раз в неделю добавить, кстати, если не делал. Полезно. Полезно и для общего развития. Да. Теперь придется. Да, во-первых, как бы здесь ситуация такая, даже если ты вообще не выступаешь на ноги, раз в неделю, во-первых, в ноги сложнее контролировать позиции, то есть это другие ощущения. Например, если ты там сайд-контроль зашел, в кимоно его, конечно, легче держать, потому что есть захваты, да, в ноги, то есть, соответственно, это очень полезно, даже если ты не выступаешь. А если ты выступаешь, так тем более. Поэтому, ну, так, рекомендация от меня. Андрюха сегодня заметил, когда ты боролся, что вот твоя борьба была рассчитана, ну, как в грэпплинге. Ну, борьба была рассчитана на болевые на ноги, на прихваты, на захваты. Давно ли ты, ну, практикуешь такую борьбу? И как тебе вообще формат такого соревнования? Подходит ли под твою борьбу? Submission only — это прекрасный формат для меня, но я привык к правилам более KDC, где можно делать много пяток, много таких более опасных болевых на ноги. И обижаю для меня немножко, меня немножко стопорит то, что я боюсь словить именно дисквал. Вот, и я очень аккуратно с этим всем сталкивался, но я понимал, что с Серегой мне надо идти именно чисто на ноги, потому что я не переиграю его позиционно, потому что, вон пурпурный пояс, мне было тяжело с ним в позиционку играть, и я старался максимум выложиться именно в ноги. Как тебе вообще формат, который ты выбрал, точнее, стиль борьбы, который ты сейчас выбрал, была ли возможность у тебя победить? Да, вот. я считаю, что я был очень близко к финишу. Просто мне реально пару раз чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуть. Там пару раз было рычаг колена, пару раз против стопы. Но он хорошо защищался и постоянно тоже меня контратаковал. И когда я делал скрутку стопы, он всегда атаковал мою ногу. И я, ментально я немножко такой, мне надо защитить сначала свою ногу, потому что очень часто, кто делает болевые ноги, они словят на тем, что я делаю болевые ноги, кто мне сделает, и им тоже ноги отламывают. Я не хотел на этом попасться, и поэтому мне приходилось и защищаться, и атаковать. Ну, у тебя, в принципе, как таковой плотности чуть не хватало, да? Да, я думаю, что если бы я немножко ближе тазом к ним был, я бы дотянул те рычаг колена. Ну что, пацаны, классно отборолись. Спасибо вам большое за зрелище. До новых встреч! До новых встреч! Ну что, ребят, отлично отборолись. Влад, начнем с тебя. Как тебе твой соперник? Прыгал он там что-то много. Такие, видно, у него техники, флайн, всякие армбары, трианглы. Был ли ты к этому готов? Ждал ли ты этого? Да, конечно, я был готов, потому что он прыгать знаю, потому что он, в принципе, другого не делает на соревнованиях. Поэтому я знал, что он будет прыгать, и всегда сжимался. Где надо. Да, где надо, когда он прыгал, я был готов к этому. Был у тебя какой-то, может, план на схватку, и если был, то насколько он реализовал ты его, или пришлось импровизировать? По правде, план был, но что в ГИ, что в ноги он пошел не по плану. Дальше была импровизация. В ноги я думал, что Серега, как всегда, сядет и загардпулит, но он не загардпулил, пришлось это сделать мне. Ну и дальше, в принципе, все получилось довольно быстро. Я почувствовал момент, что можно выйти хорошо на ногу, и это сделал. А в ГИ тоже сам хотел загардпулить, но в итоге он запрыгал в закрытые гард, и я в какую-то секунду даже думал, давно я ни с кем не боролся закрытого гарда снизу, как его проходить. Но, в принципе, тоже ничего сложного. Взял, прошел и дальше. Серега, я сегодня видел, как ты, в принципе, очень уверенно шел к победе. У тебя был определенный план. Формат соревнований с ногами у тебя, в принципе, фиолетовый пояс. Ты на соревнованиях не выступаешь с болевыми ногами. Да, и ты не выступаешь с болевыми на ноги на соревнованиях, кроме как ахилла. Как тебе вообще формат таких соревнований, как сейчас проходит? Ну, очень интересно. То есть можно попробовать уже, то есть не из коричневых поясов, а с пурпуров работать на ноги, то есть то же самое колено, рыбий хвост. Интересно. Как тебе вообще, то, что позиционно не надо задерживаться в позициях, а работать на движении постоянно, не останавливаться, для тебя это подходящая работа, например?
Ну да, мне нравится, то есть смена по позиции, то есть можно зацикливаться не только на закрытом гарде, то есть работать на ноги, то есть на другие. Были такие моменты интересные в схватке, когда, в принципе, там ты и на колено вышел, но была у тебя такая прямая прям нога, там всего лишь нужно было поддать дальше тазом, а ты начал менять это на рыбий хвост почему-то вот здесь, вот в этом углу. Скажу, что я был самый спокойный из всех моих соревнований. Но если ты самый спокойный из всех соревнований, это все равно пожар, правильно? Да. Нужно было брать огнетушитель. Да, Ярик, ну, ребятами возможность из того, что ты сможешь с ними встретиться, может быть и не встретиться, потому что вас 8 человек осталось уже в следующем этапе. Ну, какие-то пожелания, кого ты выбираешь из здесь присутствующих? Да, все ребята достойны, то есть, но хотел бы, чтобы мне попался кто-то не с моего клуба, то есть Сергей Коркач мой одноклубник, поэтому есть плюсы в том, что я знаю, что он делает, но есть и минус, он знает, как я работаю, поэтому хотелось бы встретиться с парнем, который из какого-то другого клуба. В общем, ты Влада, да? Это не смущает, что он такой здоровый. Я не здоровый. Ладно, ребят, хорошо отборолись, удачи вам дальше. Далее в львах Team S. Виктор Черненко, несмотря на травму, обещает победить Константина Шутко. С травмой, не с травмой, отдамся на 100% и постараюсь все равно выиграть. А Сергей Красовский пожелал Роману Непоте хорошей борьбы в свою пользу. Роман, хочу тебе пожелать удачи, хорошей борьбы, победить сильнейший. Это буду я. Львы Team S. Украинский прайд.